Всем привет, подписчики, просто гости моего канала. Продолжаю искать причину нестабильной работы двигателя ВАЗ-2112. Машина простояла ночь во дворе. Сейчас будем ее запускать. Записываю запуск двигателя для того, чтобы вам подробнее описать проблему, которая здесь есть, и что я хочу исправить в работе двигателя. Для начала включу подсветку, чтобы вам было лучше видно стрелку тахометра. Включаю зажигание, выжимаю сцепление, на газ я не нажимаю и запускаю. Второй раз. На газ я не нажимаю. Заглох. Нога у меня на сцеплении. Держу. Отпускаю сцепление. Также горит сигнальная лампа заряда аккумулятора. Я думаю, что это не связано с тем, что здесь светодиодная лампочка, потому что стоит мне чуть-чуть газануть, как сигнальная лампа потухнет. Вот, наблюдайте за стрелочкой тахометра и за подсветкой. Все прошло. Может быть, это натяжка ремня генератора. Я посмотрю. Теперь давайте пройдемте под капот. Шумит здесь обводной ролик. Нужно его поменять. Сейчас двигатель прогреется, и мы с вами послушаем, как он будет работать, когда выйдет на рабочую температуру. Двигатель уже прогрелся, обороты спали. Сейчас пройдем под капот. Слышно, как двигатель все равно имеет нестабильную работу. Немножечко как будто подстраивает. Это у нас шумит обводной ролик ГРМ, ремня ГРМ. Также штиф коленвала имеет вот такое вот биение, вибрацию, восьмерку. Вполне возможно, что и это как-то тоже имеет влияние на работу двигателя. Хотя датчик коленвала здесь ровно смотрит на зубцы шкива распредвала. Думаю заменить шкив распредвала и, конечно же, заменить и ролик обводной ремня ГРМ. Даже с улицы слышен шум обводного ролика ремня ГРМ. Его обязательно заменю. Также хочу взглянуть на свечи, на их состояние. Если что, их заменить. Свечи сняты слева направо. Это у нас первый, второй, третий, четвертый цилиндр. Так, наконечники без налета. Все хорошо. Это был первый. Так, вторая свеча. Также наконечники в хорошем, отличном состоянии. Немного есть такой желтый налет. Третий цилиндр. Отличное состояние. И четвертый цилиндр. Присутствует небольшой налет. Если сравнивать, вот он первый. Вот четвертый. Имеется налет. Зазор вот такой. Данные свечи, они рабочие, но их я поменяю. Да и посмотрим, как будет работать двигатель уже с новыми свечами зажигания. Что было куплено? Ролик обводной, свечи зажигания, шкив коленвала. Внутри он завернут в такую бумагу. Имеет вот такой вид. Это не железный, а родной, который идет с завода. Сейчас это все буду менять. Ну а вы, если не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. А для того, чтобы заменить шкив коленвала и обводной ролик ГРМ, нам понадобится ослабить колесо, поднять машину на домкрат, снять колесо, включить пятую передачу, застопорить тормозной диск вот таким нехитрым способом. Срываем болт коленвала. Снимаем шкив коленвала, также и ремень генератора. Если бы мне нужно было поменять только шкив коленвала, сейчас я бы поставил сюда новый, накинул ремень генератора и затянул бы болт. На этом замена и была бы завершена. Но нам нужно
еще и поменять обводной ремень ГРМ. Так что идем дальше. Снимаем защитную крышку ремня ГРМ. Откручиваем эти болты. У меня данная крышка сломана, нижней части совсем нету. Так что я открутил только 4 болта. Далее нам нужно снять ремень ГРМ путем ослабления натяжного ролика. Сняли как натяжной, так и обводной ролик. И проверяем их на шум. Этот обводной ролик, как и предполагал, он шумит. А этот натяжной, я его менял. Он новый. Вот он, новый обводной ремень ГРМ. Весь такой в масле. И дам такой совет, как подсказывает практика. Лучше вскрывать подшипники аккуратно. Вот данные защитные. Пластмасску. Вскрыть и туда забить смазку. Без фанатизма. Вот так аккуратно вскрыли. Убираем в сторону. И сюда немного забиваем смазки. Вот такого дополнительного количества смазки хватает. Здесь я добавил немного. Просто пальцем аккуратненько распределил его внутри подшипника. Поставили на место защитный пыльник. Лишнее протерли ветошью. Таким образом мы увеличиваем ресурс данного подшипника. И устанавливаем на место новый обводной ролик, который дополнительно еще и смазали. И раз уж вы полезли к ремню ГРМ, и сейчас он свободен, не помешает его осмотреть на наличие дефектов, трещин и подобного. Также можно посмотреть сальники распредвала, коленвала на наличие течи масла. Также осмотреть помпу. При осмотре моего ремня ГРМ я был удивлен, точнее я был в шоке от увиденного. Потому что этому ремню ГРМ не так уж много пробега. И вот, смотрите, я записываю медленно, показываю. Вот, зубцы идут. Мы идем. Нету. Раз, два, три зубца. Дальше. Идем дальше. Дальше. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Идем дальше. Отсутствует 8 зубцов. Только представьте себе, какие могли быть последствия. И вот он, 9 уже хочет оборваться. 10 идет на отрыв. Да тут скоро этому ремню ГРМ, посмотрите внимательно. Зубцам уже хана. 8 зубцов уже оторвано. И здесь уже приходит ему конец полностью. Сейчас я не буду подробно осматривать просто. Это полный капец. Конечно, я бы не так выразился. Это полная жесть. Только представьте, какие могли быть последствия. Я бы где-нибудь встал в дороге, и это было бы дико неудобно. Пришлось бы искать машину и так далее. Ладно, не страшно, хоть то, что у меня здесь стоит поршневая безвтыковая. И при обрыве ремня ГРМ не загнет клапана. И на вопрос, почему я меняю шкив коленвала на новый шкив, потому что в этом посадочном есть выработка. Если присмотреться, она есть. Вот на новом и на старом. Сейчас я покажу более детально. Итак, старый коленвал на месте. И сейчас я буду его шатать. И вот обратите внимание, есть люфт. Надеюсь, видно и слышно. Вот он, есть люфт. Также докупил шестеренку коленвала вместе с шпонкой. Также его поменяю. Ну а на замену моего ремня ГРМ был куплен вот такой ремень.
Также не исключено, что в этом месте на шестеренке, где идет отлив, чтобы шкив коленвала не провернуло, есть выработка. И чтобы исключить полностью неполадки со стороны шкива и этой шестеренки, я их заменю. Пытался снять эту шестеренку аккуратно, но ничего не получилось. Никак не хотела она поддаваться. И пришлось применить грубую силу. Здесь просверлил одним сверлом, потом чуть побольше. Сюда вставил шпильку большую, больше чем этого диаметра. И вбил. И получается ее гнул. Здесь металл мягкий. Вот здесь он и сломался. И видно, что он уже все свободен на коленвале. Сейчас я его вытащу. И вот, собственно, извлек шестеренку. Заодно можно посмотреть, если нужно заменить сальник коленвала. Вот новый шкив коленвала, новая шестеренка. Кстати, это от 124 двигателя. Зубцы здесь, количество зубов совпадает. Отличие лишь в том, что здесь есть такая юбка, которая не позволяет самопроизвольно сползти ремню ГРМ. Просто в магазине не нашел от 126 двигателя. Но повторюсь, здесь только отличие в этой юбке. Примеряем новую шестеренку к новому шкиву коленвала. Разбег, то есть люфт небольшой, как объяснил продавец, это так и должно быть. Потому что иначе шкив, то есть коленвал, установить будет проблематично, затруднительно. То есть это норма. Ну и приступаем к сборке. Также есть одно отличие данных шестеренок. Эта шестеренка у нас 126 двигатель, а я поставил от 124. Как я говорил, отличие в данном бортике, которое не дает сползать ремню ГРМ. Также данная шпонка, которая сфиксирует шкив коленвала, она здесь выступает больше. Это сделано для того, чтобы здесь установить такую дистанционную шайбу, которая также в свою очередь предотвращает сползание ремня ГРМ влево-вправо. И поэтому здесь шпонка, она выступает больше, чтобы и шайбу поставить, и шкив коленвала удержать. Когда я поставил данную шайбу на шестеренку от 124 двигателя, который я поставил, то она налазит и не хватает данного выступа для фиксации шкива коленвала. Поэтому я поставил шкив коленвала без данной дистанционной шайбы. На 124 моторах именно так устанавливается ремень ГРМ. То есть там нет таких бортов, как сзади, так и спереди шестеренки. И для тех, у кого был вопрос, какая стоит шпонка на шестеренке коленвала ВАЗ-2112, то ответ: шпонка идет полумесяцем. Итак, шестеренка коленвала на месте. Теперь можно ставить ремень ГРМ. Ну а как заменить ремень ГРМ, я записывал видео ранее. Сейчас появится подсказка, можете на нее нажать и посмотреть это видео. Напоминаю, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь. Шкив коленвала на месте, ремень генератора на месте, ремень ГРМ на месте, обводной ролик также на месте. Также новые свечи на своих местах. И сейчас буду запускать двигатель. Посмотрим, как он будет работать. Также послушаем, будет ли шум со стороны ремня ГРМ. Также проверим, будет ли восьмерить новый шкив коленвала. Гидрики стучат. Шума от ремня ГРМ нету. И здесь
Посмотрите, как ровно работает, имеется в виду, как ровно вращается штиф коленвала, то есть он не восьмерит. Сейчас движок прогреется и еще будет лучше слышно. Движок прогрелся и видно, что индикатор зарядки аккумулятора не горит. Он изначально не горел, когда я запустил двигатель. А как мы помним, он горел в пол накала. Обороты двигателя снизились. Давайте прислушаемся к ремню, к роликам. Шума нет, как и того, когда шкив не играет восьмерочкой. Сейчас шкив работает ровно, без капли биения. Слышны только цоканье гидриков. Их в скором времени я поменяю. Также обязательно запишу. Слышали? Как будто чуть двигатель не заглох. Также хочу проверить модуль зажигания, но это будет уже в другой серии. Как его проверить, какие должны быть показания, обязательно покажу. Это будет короткое видео про модуль зажигания. Все равно есть такое подтраивание, такие перебои. Сейчас заглушу двигатель, поставлю защитную крышку, колесо и будем заканчивать. Теперь двигатель стал работать намного тише и слышно только цоканье гидрокомпенсаторов. Подведем итоги сегодняшнего выпуска. Заменил шкив коленвала на резиновый вместо железного. Тем самым исчезло биение, то есть исчезла восьмерка на шкиве коленвала при работе двигателя. Заменил саму шестеренку коленвала, так как на нем была выработка. Тем самым я избавился от ненужных таких колебаний на шкиве коленвала. Напомню, поставил шкив коленвала от 124 двигателя. Их отличия я уже вам рассказал. Заменил ремень ГРМ на новый. Вовремя заметил износ прежнего ремня ГРМ, который вот-вот уже порвался. Заменил обводной ролик ГРМ, который шумел. Сейчас он не шумит. Вдобавок смазал его дополнительно. Заменил свечи зажигания, потому что их нужно было уже менять. Настало их время замены. Очередной наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что досмотрели. Не забывайте оценить это видео и подписаться на канал. Также можете перейти по ссылкам в шапке моего профиля на мой Instagram и TikTok, где также можно найти на что посмотреть. Всем до новых встреч и увидимся в следующих выпусках. Всем пока.